Приветствую вас, мои ласточки! С вами снова Алла Касаткина, проект «Ладная я». И сегодня у нас с вами будет необычное видео, потому что говорить мы с вами будем сегодня об истериках. Да, истерики бывают разные. Истерики бывают детские, истерики бывают женские, истерики бывают родительские, истерики бывают детей-подростков, истерики бывают мужские. Как ни странно, но у всех этих истерик, во всем их многообразии, есть нечто общее. И вот это общее поможет как раз вам понимать, что делать, когда кто-то из означенных групп в вашем присутствии начинает истерить. Начинает истерить так, что вам готовы либо на небо залезть по любой хоть тоненькой соломинке, чтобы сбежать и не увидеть, либо, сверкая пятками, навернуться и убежать куда-нибудь подальше, потому что чужая истерика с нами делает страшные вещи. Что она делает с нами? Первое, что происходит, когда кто-то истерит рядом, наши чувства, так как мы не готовы, начинает кошмарить. Мало того, человек, независимо от возраста, независимо от уровня умственного развития, независимо вообще ни от чего, человек, который устраивает истерику, он точно знает, что он бьет в наше самое уязвимое место. Либо он знает, что это место уязвимо у большинства людей. И это должно сработать. Что для нас самое уязвимое, допустим? Мы все не любим, когда рядом с нами кто-то говорит на повышенных тонах. А если еще на повышенных тонах и очень высоких тонах, у нас это начинает резать барабанные перепонки, у нас сразу начинает вырабатываться сигнал внутренней тревоги, атака, защитные механизмы срабатывают в организме. Это все происходит без нашей воли, без нашего участия. Это происходит на автомате. Мы даже опомниться не успеваем, а с нами это уже случилось. У нас начинает трепыхать изнутри, потому что на нас на всех в детстве кричали, мы сами когда-то кричали. То есть у нас есть много вещей, на которые мы реагируем. Плюс резкие высокие звуки, они угрожают безопасности нашей внутренней системы. Они ее могут разбалансировать. То есть включается сигнал «внутренняя тревога, пора сваливать». И мы что? Либо делаем на откуп все, чтобы человек заткнулся и успокоился, либо мы начинаем отчаянно защищаться. И та, и другая позиция, в принципе, того, кто истерит, устраивает. Потому что если он истерит, потому что у него фиговое настроение, его это устраивает, потому что он попьет вашего хоть негативного, но потенциала, и он подзарядит свои батарейки и пойдет дальше решать свои вопросы уже в полной силы и способности. А вы будете, извините, восстанавливаться долго и печально. Дети, когда истерят, они знают, что мама всегда тревожится по поводу того, чтобы ребенку было хорошо. И высокие ноты детского плача на женщину действуют как? Это с ума сойти, смертельная угроза, моему чаду надо срочно бежать спасать. И поэтому женщины тоже пытаются реагировать на детскую истерику. Мужчины, когда истерят, есть мужчины, которые истерят, не просто проявляют агрессию, не путайте, а мужчины, которые уходят в вор. Держите меня семеро, сейчас всех порву, да-да. И вот это вот начинается. Это тоже мужская истерика, и на нее надо реагировать точно так же, как и на все остальные виды истерики, которые я перечислила. Дети-подростки пытаются еще, устраивая нам истерику, упрекать, что мы воспитываем не так, живем не так, мы не понимаем, мы старые, еще какие-то. Они бросаются обвинения, потому что они знают, что это все работает. Знают, работает у друзей, работает в кино, значит и у меня сработает, потому что мои родители такие же, как и все остальные. И поэтому они то же самое делают, и это тоже все происходит на повышенных тонах и тоже нас цепляет. Что делать, чтобы мы в любой истерике сохраняли, что называется, трезвый ум и здравое понимание ситуации, и плюс к тому, как мы можем на эту истерику отреагировать, для того, чтобы эта истерика не ударила по нам. Важная вещь, которую нужно запомнить. Истерика – это всегда спектакль. Главный герой в этом спектакле, звезда этого спектакля, точно не вы, если перед вами ее разыгрывают. Если разыгрываете вы, то тогда вы и есть главная звезда этого спектакля. Но что любят звезды, когда устраивают свои бенефисы? Они любят аплодисменты, внимание, признание, и вообще они любят, когда публика активно участвует в том действии, которое он разыгрывает. Но если зритель безучастен, если зрителю по барабану все, что там разыгрывается, и если зритель, не дай бог, развернулся и вообще ушел из зала,
Простите, пожалуйста, какой бы величины ни была звезда, играть перед пустым залом звезде неинтересно. Поэтому истерику перед зеркалом не устраивают, истерику перед стенкой не устраивают, истерику перед пустым залом тоже не устраивают. Поэтому что нужно делать? Первое, когда перед вами это все развивается, вы для себя четко обозначьте происходящее. Это истерика. И делается этот спектакль для того, чтобы меня вовлечь. Вот как только вы понимаете две вот эти вещи, что это истерика и делается для того, чтобы вас вовлечь, хозяином ситуации становитесь вы. Не ребенок, не подросток, не женщина, не мужчина, ни кто угодно, ни какой-то начальник самодур, не чиновник, который истерит непонятно какого черта. Вы руководите этой ситуацией, потому что в этой ситуации вы принимаете решение. Вам быть аплодирующей, благодарной публикой, отдающей последнее, бросающей к ногам звезды, которая сейчас на сцене устроила эту истерику, либо вы, как хозяин ситуации, решаете, я вообще хочу на это все смотреть? Нет, мне это не интересно, у меня есть что-то поинтереснее, я пошел заниматься своими делами. И вы уходите, оставляя звезду ни с чем. Вы не поверите, даже самые маленькие, самые привыкшие истерить и биться ногами по полу дети прекращают истерику, как только понимают, что их никто не видит. Просто потому, что они теряют ресурс без возможности его восстановить. Силы и законы самосохранения нашего организма, нашего подсознания, нашего сознания работают на автомате, поэтому все внутри происходит команда. Свернуть истерику смысла нет. Все, поесть не получится. Я имею в виду энергетики друг друга, поесть не получится. И вы уходите с неистрепанными нервами. Человек прекращает истерику. Мало того, если это взрослый человек перед вами истерил, может так случиться, что когда вы не реагируете на его истерику и понимаете, что перед вами истерика, у него тут же резко изменится настроение, он скажет, ну ладно, давай будем решать вопрос другим путем. Может и такое быть, совершенно спокойно. Или скажет, ну что-то я погорячился, хорошо, все, я пошел. Потому что человек понимает, что нет благодарности за это чудо. Итак, у вас есть отныне великолепнейший способ, как реагировать на любую истерику, которая разворачивается в вашей ситуации. Помните, истерика – это всегда истерика. Даже если вы сомневаетесь в том, истерика это или нет, это истерика. Это истерика. А если это истерика и вы ее не закатываете, значит вы можете управлять ситуацией только на том уровне, участвовать в этом или нет. Если участвовать не входит в ваши планы, вы совершенно спокойно отправляетесь заниматься своими делами. Даже если вы в присутствии этого человека будете тут, вы не можете уйти, будете просто читать книжку или, я не знаю, считать мух на потолке. Это ваше право. Вы не участвуете в истерике. Наслаждайтесь, не давайте другим питаться своей энергетикой, не давайте другим трепать себе нервы, ну и правильно реагируйте на такие ситуации. Счастья вам, любви. Мои ласточки, с вами была Алла Касаткина. Если есть вопросы, пишите в комментариях под этим видео. Считайте видео полезным, жмите лайк, мне будет очень приятно. И до встречи в следующих видео. Пока-пока!